Привет! Предполагалось, что я сегодня должна быть похожа на Эбби в роли Блум, но как-то не получилось. А знаете почему? Потому что только Эбби в роли Блум похожа на Эбби в роли Блум. Я очень старалась, ребята. Я честно старалась как можно дольше и больше снимать не про сериал Винкс Сага. Можно сказать, что у меня получилось, потому что уже прошло около месяца, а то и больше, как я снимала последнее видео про этот сериал. Но знаете, новости про второй сезон не ждут, и я думаю, вы тоже ждете, не дождетесь узнать, что там новенького, когда мы увидим этот сериал, и что там вообще можно ожидать от этого нового сезона. Так что скорее располагайтесь так же уютненько и комфортненько, как я в своем новом сеттинге, а также подписывайтесь на канал, включайте все уведомления и спонсорские подписки, ведь именно так вы сможете поддержать меня и быть всегда первым, кто узнает про новинки моего канала. Ну а пока вы все это делаете, я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пара, что означает добро пожаловать на мой канал. Ну что же, второй сезон объявили буквально меньше, чем через месяц после премьеры первого сезона. И это неудивительно, ведь первый сезон имел огромный успех, и, конечно же, фанаты жаждали второй сезон. Еще особенно на фоне того, что первый сезон имел всего лишь 6 серий. И даже несмотря на то, что после лаконичного анонса второго сезона прошло всего ничего, все захотели срочно трейлер нового сезона. И он вышел. Но он оказался фанатским, это просто фанатская работа. И знаете, мне кажется, мне никогда так не взрывали мой директ и мои личные сообщения, как этим трейлером. И всем пришлось объяснять, что это фанатский, хотя там прямо название написано. Мне кажется, мне нужно вам преподать один урок. Итак, класс, сегодняшнее занятие будет посвящено теме, как отличить фанатское видео от официального. Может, кто-то уже знает первое правило отличия? Можно мне? Да, мисс Блум. В основном в описании видео написано, что оно сделано фанатом. Верно. Здесь мы видим пример такой надписи. Иногда эта надпись может содержаться в описании под видео, а иногда она также может звучать как неофициальное видео и подобное. Также стоит обратить внимание на содержание видео. Если в нем мы не видим новых кадров, скорее всего его склеили из уже общедоступных кадров, например, из серии предыдущего сезона. Ну и эффекты. Здесь мы можем четко увидеть, как один актер монтирован в другой кадр. Насколько прекрасен не был бы этот видос, насколько не хотелось бы верить этому прогнозу, к сожалению, это фанатская работа, а не официальная. И несмотря на все эти факторы, очень многие поверили в то, что это действительно официальный трейлер. Вот мы, например, на предыдущей неделе с девочками делали свою версию возможной заставки лайв-экшена от Netflix, как, скорее всего, многие хотели бы увидеть этот сериал Винкс, и как-то в него мало кто верит. А вот в этот трейлер так легко поверили, мне прям даже непонятно, как это так, как это работает. Хотя, с другой стороны, можно понять, там столько всего приятного, например, Валтер. И, конечно, спорить нет смысла. Коди Феррен был бы идеальным Валтером, но какова вероятность того, что его действительно возьмут на эту роль? Да и, в принципе, мне кажется, что во втором сезоне мы увидим кого-то другого, нежели Валтера. Из официального у нас только есть маленький анонс из официального инстаграма Fate, который как бы состоит из двух частей. Одна часть — это видео, и вторая часть — это картинка с посланием от шоурана. Сам видеоанонс просто топчик. Они взяли основную эстетику, которая у них присутствует в заставке этого сериала, взяли силы вот этих вот девчуль Винкс, и воплотили ее в этом миниатюрном видео, которое, в принципе, там длится, не знаю, наверное, секунд 20. Но какое же оно атмосферное. Очень классно. И в этом ролике мы видим, как все силы Винкс соединяются в одну цифру, которая означает второй сезон Винкс. И в своем послании Брайан говорит о том, что первые 6 серий этого сериала лишь приоткрыли дверцу в этот огромный, невероятный мир. История Блум продолжится во втором сезоне, но по ее течению мы будем больше узнавать о девчонках, которые проживают в апартаментах Винкс. И ты никогда не знаешь, кто может появиться в Алфее в следующем семестре. Как вы понимаете, здесь нам непрозрачно намекают на то, что в Алфее в новом сезоне появится кто-то, кого мы очень сильно ждем. И кто же это мог бы быть? Об этом же вскоре после анонса говорил и сам Страффи. Все, что я могу сказать, будет кто-то, кого очень ценят фанаты. Плюс больше главных героев из оригинального сериала. Я заметила, фанаты больше всего ждут Флору, Брэндона или Текну. Но кто на самом деле может появиться, я даже предполагать не буду, потому что все мои предположения насчет первого сезона как-то не сбылись. Я в какой-то момент даже сгрустнула. Так что я просто буду ждать. Но вы напишите, пожалуйста, в комментариях, кого вы больше всего ждете. Судя по обстановке в фандоме и по интервью с актерами, можно понять, что, скорее всего, все-таки введут Флору, потому что из-за нее разжигались самые большие скандалы. Кому-то не нравятся замены Флоры на Терры, кто-то реально считает до сих пор, что Флора равно Терра, и Терра вообще никаким образом не подходит на роль Флоры. Кто-то просто считает неверным вычеркивание одного из главных героев мультсериала, тем более той девочки, которая была с латиноамериканской внешностью.
вы понимаете. И тут уже пошли слухи о том, кто может потенциально исполнить роль Флоры в этом сериале. И этим человеком может стать Морган Хайлер, британская модель и актриса. Она подруга Прэшес, которая исполнила роль Аиши в этом сериале, то есть фактически она могла ее рекомендовать. Да и по возрасту она подходит, и в целом по внешности тоже. Хотя здесь мнение разнится. На аккаунт Морган в Инстаграме подписались многие ребята, которые участвовали в съемках этого сериала, но, как вы понимаете, все это не факт до официального подтверждения каста нового сезона. Также, говоря о том, каким может стать второй сезон, стоит упомянуть, что в новом сезоне будет на 2 серии больше, чем в первом сезоне, то есть их будет 8. Конечно, это хорошо, это приятная новость, что будет все-таки побольше серий, но я ожидала хотя бы 10. Ну и также нам обещают побольше раскрыть таких героев, как Стелла, Муза, Аиша и Терра. Очень ждем. А тут, кстати, портал Screen Rant опубликовал статью с описанием всех сил Феи и с тем, как она может развиваться в следующих сезонах. И у меня по поводу сил Музы появилась одна интересная мысль. Там говорится о том, что со временем Муза может развить свои навыки в сторону призыва воспоминаний, и может быть как раз она окажется тем, кто поможет Блум вспомнить свое прошлое, которое от нее закрыто пеленой тайны. Вот. Такие рандомные интересные мысли. Как я уже говорила, сериал Винкс на Netflix пользуется огромным успехом, и за 28 первых дней на сервисе он собрал целых 57 миллионов просмотров. И он на 2-м месте после Люпена. Это очень неплохо. Ну что там у нас по мерчу? Набор плакатов, толстовки, которые продавались только в некоторых странах Европы, игральные карты, школьная атрибутика. Сидя в разных сообществах по этому сериалу, я заметила, как многие просто влюбились в пару Музы и Сэм, а некоторые просто ненавидят их всей душой и просят Музу и Ривена, конечно же. Поделюсь с вами той теорией, которая у меня была до того, как я посмотрела сериал. Я думала, что Сэм каким-то образом к концу 1-го сезона умрет трагически, и Муза переключится на Ривена, но этого пока что хотя бы не случилось, но кто знает, что будет дальше. Сейчас я вижу некоторые теории, что, возможно, Сэм окажется не таким классным и хорошим парнем, каким он казался изначально, о чем, в принципе, говорила Терра в 1-м сезоне, и, возможно, из-за этого как раз Муза и переключится на другого объекта интересного. А пока мы наслаждаемся тем, как актеры заигрывают между собой. Вот, например, недавно тот актер, который играл Сэма, выложил сторис, где вместо «самса» там поправил одну буковку, и получилось не «самса», English, please, «самса», а «сэмуза». Короче, очень креативные у нас актеры собрались. Мне нужен беляш, беляш, беляш. Ну и насущный вопрос, когда же нам ждать 2-й сезон? Не так давно портал MLD Entertainment, кей-поперы вошли в чат, опубликовал информацию о том, что 2-й сезон может выйти в 2022 году, но когда конкретно в 2022, пока информации нет. Помните, что это не официальная информация, это пока не анонс от официальной какой-то странички этого сериала, пока что только предположение, считайте так. В это время Сьюзен Каллен, художник-постановщик, который работал над 1-м сезоном сериала, выложил у себя фотографию, где мы увидим некоторые намеки на то, что хотя бы декорации для съемок уже в принципе собраны и готовы для того, чтобы начать, в общем-то, съемочный процесс. Также некоторые актеры сериала из 1-го сезона вернулись в Ирландию, выложили к себе сторис с эмоджи типа «съемочная камера». Намек понятен, девочки. Ну и Дэнни Гриффин, который исполнил роль Ская, рассказал на своем стриме на Твиче, что он возвращается в Дублин на ближайшие 6 месяцев и что съемки начинаются вот буквально в мае, в июне. Так что скоро, совсем скоро мы можем лицезреть некоторые бэкстейджи. Следите за ребятами. И вы спросите, а как же основной мультсериал? А как же там 9-й сезон? Что нового? И я вам скажу, особо ничего. Рабочее название 9-го сезона Winx Club Shorts. Это как YouTube Shorts, типа короткие видео, как в ТикТоке. Только Winx Club Shorts. Как вы помните, этот сезон будет состоять из целых 52 серий. Да, много, но они будут очень коротенькими, буквально 13 минут каждая. Многие говорят о том, что, скорее всего, это будет что-то наподобие Pop Pixie или My Little Pony, то есть маленькие серии, в которых конкретные проблемы решаются, но при этом все они объединены какой-то глобальной проблемой также. Над рисовкой обещали поработать, и вот недавно в Италии вышли снова старые фигурки Винкс, и на пакетиках заметили рисовку вообще какую-то неузнаваемую, совершенно новую. И есть предположение, что, скорее всего, Винкс в 9-м сезоне так и будут выглядеть. Что вы думаете, ребята? Как вам?
Вы можете себе представить мультсериал Винкс вот в такой рисовке? Ну и Франческо Артибани, сценарист этого мультсериала, уже долгие-долгие годы сказал, что буквально недавно закончил работу над сценарием для 9-го сезона. Несмотря на те новости, где говорилось, что Rainbow собирается делать больше контента для более взрослой аудитории их фанатов, 9-й сезон, скорее всего, будет действительно больше для деток. И, скорее всего, раньше 22-го года премьеру нового сезона ожидать не стоит. Ну что же все-таки интересненького стоит ожидать в ближайшее время? Первое — это книга-приквел, где расскажется о том, что произошло до сериала, до того, как все вот это вот началось и до того, как Блум прибыл в Алфею. Книга называется Lighting the Fire, зажигая огонь. Очень красивое название. Там мы узнаем о том, как Алфея готовилась к знакомительному дню, скорее всего, что-то вроде Дня открытых дверей. Больше узнаем о взаимоотношениях Стеллы и Ская до появления Блум, о взаимоотношениях Ская и Ривена, о том, как Тера очень сильно хотела познакомиться с первокурсниками, как беспокоились Аиша и Муза о их поступлении, и о том, как Даулинг все-таки узнала о существовании Блум. Даты выхода называли и август этого года, и октябрь. Я точно не знаю, когда выйдет эта книга, тем более на русском языке, но надеюсь, что в этом году. Если у вас есть возможность почитать эту книгу на английском языке, я вам очень советую. Мне очень сильно понравилось читать книгу по сериалу на английском. Вообще зашла просто буквально за пару вечеров. Я думаю, эта книга тоже будет жутко интересной, так что ждем. А еще в конце мая будет мероприятие Винкс в Москве. Вот, я думаю, может подъехать. 30 мая, может, воскресенье. Вы бы пришли? Может, там можно было бы поболтать, встретиться. Не стесняйтесь, жмите большой палец вверх и пишите в комментариях, как вам все эти новости по поводу 2-го сезона сериала, что вы думаете, каким вы его представляете, какие у вас есть теории, возможно. И в конце этого видео интерактивчик. Пишите в комментариях, кто вы из сериала Fate, исходя из месяца вашего рождения. Вот я, видимо, Блум, так что сегодня все получилось правильно. Желаю вам чудесного дня и до скорого!